водичка. Отлично. Просто огромная территория. Снова здорово, с вами Леха, вы смотрите канал «Активная жизнь». И мы продолжаем наше мотопутешествие на север 2021. В прошлой серии мы побывали в Великом Новгороде. Кто ее пропустил, обязательно посмотрите, кликнув по подсказке или перейдя по ссылке в описании к видео. А самое главное, подпишитесь на канал, чтобы увидеть все самое интересное и полезное. Также приветствуются вопросы, пожелания и прочий трактат в комментариях к видео. В общем, пишите, буду рад увидеть от вас обратную связь. Продолжим. В этой серии мы следуем дальше по маршруту на север. Сегодня по плану остановка в столице Республики Карелия в городе Петрозаводске. Остановимся там на ночлег, погуляем по знаменитой набережной города и посетим самую большую в России и Европе бесплатную спортивную площадку. Смотри видео до конца, чтобы увидеть все самое интересное. Проснувшись позаранку, мы не спеша позавтракали, собрали свои вещи и отправились в путь. Готово? Стартанули примерно в 7:20 утра. Проехать нам сегодня предстоит чуть больше 500 километров, поэтому заправляем полный бак и к обеду рассчитываем уже прибыть на место. Дорога на этом отрезке пути достаточно простая. Хороший асфальт и маленький трафик. Единственное но, погода в этот день была пасмурной, и на полпути нас и вовсе застал дождь. Конечно, дождь для нас не является помехой, и осадки для нас были ожидаемыми. Ведь все же едем на север. В начале первого часа въезжаем в Карелию. Ехать нам остается еще примерно 160 километров. В скором времени дождь закончится, ну а мы наконец-то доехали до Петрозаводска. Кратко расскажу о нем. В начале 18 века был заложен казенный оружейный завод. Изначально он назывался Шуйским в связи с тем, что находился на территории Шуйского погоста. Но уже в 1704 году завод был переименован в честь Петра I в Петровский. Кстати говоря, изначально производством владел промышленник Бутинант фон Розенбуш. Однако времена были непростые и производство национализировали. Большую роль в этом сыграл Александр Данилович Меньшиков. Образовавшийся при заводе поселок получил название Петровская Слобода. В 1777 году по указу императрицы Екатерины II Слобода получила статус города с названием Петрозаводск. В 1941 году после оккупации города финскими войсками он был переименован в Яанислино. После освобождения города Красной Армией ему вернули название Петрозаводск. 28 июня 1944 года войска Карельского фронта освободили от захватчиков столицу Карело-Финской республики, город Петрозаводск. Город встретил нас относительно плотным трафиком. Честно говоря, за время пройденного сегодня пути уже поотвык от скопления автомобилей. Остановились мы в отеле «Лофт», что на пересечении улицы Калинина и проспекта Александра Невского. Расположен отель недалеко от набережной Онежского озера. В отеле есть номера на любой вкус, в том числе и капсульного типа. Что важно, есть подземная парковка для постояльцев отеля. Понравилась очень уютная атмосфера в отеле, имеется общий лаунж, кухня со всем необходимым и терраса. Пожалуй, единственное но – это ложное срабатывание пожарной сигнализации, которую довольно долго не могли отключить. А в целом место душевное и комфортное. Рекомендую. Отмывшись от дорожной пыли и передохнув, идем прогуляться по городу. В связи с тем, что время у нас сильно ограничено, мы сразу отправились на набережную Онежского озера. По пути нам встретился памятник великому князю Александру Невскому. Церемония открытия состоялась 3 июня 2010 года в рамках празднования 90-летия Республики Карелия. Инициатором установки монумента выступил благотворительный фонд, а идею поддержали правительство Республики Карелия и администрация Петрозаводска. Часть средств на установку памятника собрали горожане, а оставшуюся часть внесли муниципальные и республиканские власти.
Идем дальше по проспекту Александра Невского в сторону Онежской набережной. По пути нам попадается много старых малоэтажных домов, но один из них особо бросается в глаза. Это двухэтажный дом под номером 13 серого цвета. Отличается от рядом стоящих домов своей инфернальной внешностью и сидящими в некоторых окнах плюшевыми мишками. Дальше спускаемся вниз и, пройдя через якорный парк, выходим на аллею ветеранов к набережной. Честно говоря, якорный парк не впечатлил нас своим благоустройством. От первоначального вида набережной тоже ожидали большего. Однако все самое интересное еще впереди. Попив горячего чая, пошли купаться в озере. На водной глади озера царил штиль. Вода довольно чистая, дно песчаное и очень пологое. Чтобы добраться до глубины, нужно прилично отойти от берега. Вода еще теплая, конечно, прохладнее, чем в реке Волхов в Великом Новгороде, но достаточно комфортной температуры для купания. Прошу обратить внимание, для каждого человека рамки комфортной температуры воды для купания свои. К примеру, для меня это приблизительно от плюс 15 до плюс 20. А для кого-то и плюс 20 будет холодно. После водных процедур решили дальше прогуляться по набережной. Для этого необходимо обойти причал через Петровский сквер. В сквере установлен памятник первому российскому императору Петру I. Заложен памятник 30 мая 1872 года в честь 200-летия со дня рождения Петра, а открыли его 29 июня 1873 года в честь столетия со дня открытия Александровского завода. Пройдя через Петровский сквер, идем дальше. С этой стороны причала набережная более живописная и благоустроенная. Выходим на аллею современного искусства. Чуть дальше по аллее нам попадается дерево желаний. Эта скульптура размером с настоящее дерево, и по задумке автора оно должно выполнять желания. О чем и свидетельствует табличка. Дерево украшено разноцветными декоративными скворечниками, а также имеет ухо, в которое и нужно прошептать свое самое заветное желание. Поднявшись чуть выше, выходим на уличную спортивную площадку. Честно говоря, не ожидал такое увидеть и ранее нигде такого не встречал. Это самый настоящий спортивный зал под открытым небом. Территория уличных тренажеров просто огромная. Здесь множество тренажеров для проработки различных групп мышц. Есть большая зона свободных весов, зона для тренировок с собственным весом, различные турники, брусья, большая зона единоборств с наличием разнообразных мешков. Многие спортивные залы и крупные фитнес-центры не могут похвастаться наличием такого разнообразного инвентаря. А самое главное, что это все абсолютно бесплатно в свободном доступе для всех желающих 365 дней в году и 24 часа в сутки. На сегодняшний день это самый крупный тренажерный зал в России и Европе под открытым небом. Честно говоря, очень странно, что на берегу Черного моря в одном из самых спортивных городов России, в хваленом городе Сочи, подобная локация отсутствует, а она была бы там в тему. Хотя, скорее всего, в Сочи посещение такой площадки сделали бы платным. Огромный жирный плюс Петрозаводску за такую набережную. Поглазев на эксклюзивную спортивную площадку, идем дальше. Подходим ближе к берегу озера. По пути на небольшой смотровой площадке нам попадаются необычные скульптурные композиции. Волна дружбы и единства. Они являются частью скульптурного парка на набережной. Спустившись еще ближе к берегу, стоят две пушки, направленные в воды озера. Сразу вспоминаются строки из знаменитой сказки: «Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят». За пушками вглубь берега расположилась скульптура «Спящая красавица». Прогуливаясь дальше, доходим до красивейшего места на Онежской набережной. Здесь находится ротонда. Это живописная беседка с куполообразной крышей. Возвели ее в 1994 году. Автор ротонды – архитектор Николай Николаевич Овчинников. Многие приходят сюда гулять, фотографироваться, да и просто полюбоваться видами. Ротонда стала частью жизни горожан. А находящийся поблизости дворец бракосочетаний вовлек ротонду в свадебные традиции. Новобрачные приходят сюда пить шампанское. Беседка стала воистину душой Онежской набережной. Погуляв еще немного, решили пойти в парк аттракционов и прокатиться на колесе обозрения. Полюбоваться Онежским озером с высоты.
Накатавшись, нагулявшись, мы вернулись в гостиницу готовиться к следующему дню маршрута. Погостив полдня в Петрозаводске, к сожалению, много чего не успели посмотреть. Даже взять Онежскую набережную. Она гораздо больше, чем нам удалось пройти, ведь, как обычно, времени у нас в обрез. Ну что же, значит, есть причина в другой раз приехать сюда на несколько дней и посвятить этому городу отдельную историю. Ну а на следующий день нас ждут новые интересные приключения в Беломорске, где мы увидим древнюю наскальную живопись. Понравилось видео? Ставь лайк, жми колокольчик и подписывайся на мой канал. Благодарю всех за внимание, до скорых встреч!